Друзья, всем привет! Продолжаем рассказ про наш Geely Atlas Pro, который мы купили в конце 2023 года, под самый Новый год. И сегодня я вам расскажу о том, как чувствует себя машина спустя полгода. Поехали! Итак, прошло полгода с момента покупки машины. Напомню, купили мы ее в конце 2023 года под самый Новый год. Это Geely Atlas Pro в максимальной комплектации выпуска конца 2023 года. За это время машина пробежала почти 8000 километров и не доставляет никаких вопросов. Машина из серии «Сел и поехал», и, если честно, это то, чего больше всего хотелось от машины. Не ремонтировать ее, не думать, что же у нее отвалится по дороге, а просто сесть и поехать. И эта машина дает именно то, чего мы и хотели. Покупали мы ее, конечно, с приключениями. Напомню, и очередь на эту машину была, и такое себе отношение в салоне было. Но да ладно, как говорится, вспоминается только хорошее. Пока никаких вопросов. И по городу на ней мы ездим постоянно, и по трассе много покатались, поэтому в целом уже сложилось такое стойкое впечатление про автомобиль. Уже можно что-то о нем даже толком и рассказать. Поэтому 8000 пробежали, полгода прокатали, ну а дальше расскажу про нюансы использования. Когда мы покупали автомобиль, мы сразу в салоне поставили кучу допов. Мы оклеили тачку в пленку, сделали на нее полный антикор, сделали сигнализацию с обратной связью и с автозаводкой, и это очень крутая опция. И коврики купили, в общем, все-все-все. Конечно же, установили решетку в передний радиатор. Скажу сразу, решетку в передний радиатор я ставил на всех своих автомобилях и всем могу советовать данную тему. Зато у нас везде всегда были живые радиаторы. Никаких вопросов с этим не было. Те, кто говорят про перегрев, поверьте, это надумано. Также тачку мы целиком закатали в пленку. У нас полностью весь капот в пленке, переднее крыло в пленке, часть, полностью в пленке стойки, то есть места, куда летят камни. И так как у нас не оцинкованная крыша в Atlas Pro, то вот в этой проблемной зоне под стеклом тоже все закатано в пленку до самого люка. Это очень важно. Также в пленке у нас кромки дверей и в пленке у нас места под ручками, так называемые маникюрные, чтобы там не было царапок от ногтей. Кстати, в Санта-Фе у меня там реально было все зацарапано. Машина полностью в антикоре. Мы забирали автомобиль уже из салона полностью заантикоренный. Сделали мы это специально. Ну, во-первых, это как бы не самый дорогой автомобиль, хоть и заявлено, что они оцинкованные, но все же. Антикоррозийная обработка на новую тачку не повредит. Тем более с нашими реагентами, я думаю, очень нужная вещь. Брызговики на машину я поставил в дальнейшем сам. В салоне брызговики стоили дорого, поэтому мы купили их там за копейки на Валбересе, и я сам все это дело во дворе поставил. Про это было даже отдельное видео, вот по этой ссылочке. Также в пленке, конечно же, и фары. Оптику надо закатывать, дольше проживет, меньше зацарапается песком, камнями, и полировать не нужно будет, если что. Машина пробежала почти 8000. Ну вот для любителей красивых циферек. 7777. Недавно у нас был такой пробег, конечно же, я всю эту тему заснял, не поленился. Ну а на сегодняшний день уже 7900, то есть почти 8000. Скоро будет уже и первое ТО. А что касаемо среднего расхода топлива, то бортовой компьютер показывает 8 литров. Я его сбрасывал примерно на 1000 пробега и больше не трогал. То есть вот, пожалуйста. Езжу в основном в режиме комфорт. Зимой испробовал режим бездорожья, и я вам хочу сказать, прикольно гребет и по льду, и если там куда-то в горку нужно на заснеженную подняться, реально помогает. Или засунуться при парковке в какой-нибудь сугроб. Ну а так, езжу постоянно в комфорте, и причем совсем не в овощном режиме. Расход показывает 8, реально где-то по чекам выходит литров 9. Ну вот, как-то так. Что касаемо лакокрасочного покрытия. Напомню, машина у нас оцинкованная, кроме крышки багажника и крыши.
После того, как я поставил брызговики, стало меньше лететь всякого мусора на пороге и на двери, то есть толком ничего уже не забрасывает. Здесь, в зонах риска, напомню, у нас стоит пленка. Здесь закатана в пленку. И обязательно всем нужно здесь закатывать в пленку, потому что камни бьют кромку крыши, и потом там начинаются жуки. Также, если мы полистаем интернет, то узнаем, что вот этот угол фары у нас натирает во многих машинах кузов. Благо у меня за полгода и 8000 здесь пока ничего нет. Возможно, это было в более ранних версиях, может были не отрегулированы фары. И также в наших Geely Atlas Pro является проблемной вот эта вот задняя серебряная сабля. Она натирает крышку багажника, и там могут опять же появляться вспучивания краски. Но в моем случае, если вы обратите внимание, сабля стоит не впритык прям к металлу. Возможно, там уже есть какие-то проставочки или прокладки. Все это опять же с завода. От нее до кузова примерно 1-2 мм. Может опять же доработано. Машина была полностью проантикорена, и как видите, вот эти вот рыжики на сливах совсем не рыжики. Это на жаре немного вытекло антикоррозийной обработки оттуда. Поэтому мы знаем, что антикор там присутствует. А если еще посмотреть на саму крышку багажника, то здесь можем видеть маленькую натертость. И это от коврика. Ну, это все легко стирается на самом деле. Поэтому, наверное, надо кусочек пленки какой-нибудь там тоже наклеить на всякий случай, пока не протерло до металла. Заглянем под капот, и мы здесь увидим кучу-кучу пластиковой защиты и немного пыли. В принципе и все. За 8000 я сюда лазил несколько раз, только чтобы долить омывайку. Больше здесь в принципе и посмотреть-то не на что. Все закрыто. Да и зачем сюда лазить? Залез, посмотрел, долил омывайки, когда она закончилась. И вот, кстати, реально чего не хватает этому автомобилю, это чуть большего бачка омывайки и датчика омывайки. Заканчивается она внезапно, и ее здесь немного, 3,5-4 литра примерно влазит. Колеса. Колеса у нас родные. Про резину я тоже снимал отдельное видео вот по этой ссылочке, и я вам хочу сказать, что родная резина Gitti, во всяком случае летняя, вполне нормально себя ведет на дороге. Она не сильно шумная, она вполне предсказуемая в управлении, едет ровно, прямо, то есть, ну, никаких вопросов. Резина и резина, сел и поехал. Конечно же, есть гораздо лучше, дороже марки и так далее, но, в принципе, это и вполне достаточно для комфортной езды. За 8000, кстати, сильных следов износа тоже не замечено. Ну и самая моя любимая фишка в этой машине – это панорамная крыша. Панорама – это класс. Поверьте, панорама очень стоит того, чтобы взять машину в максимальной комплектации. Тем более разница в цене-то и не сильно большая. Многие говорят, гремит на ямах. Чё-то не гремит, совсем не гремит причем. Вообще никаких звуков не издает, ни зимой, ни летом. При этом, да, конечно, в жару крыша закрыта, когда солнце в зените. Печет немного в голову, хоть она и затонирована. Но так реально езжу постоянно с открытой панорамой. Мультимедиа. Мультимедиа здесь достаточно простая. То есть здесь стоит Android, если мне не изменяет память, 5.1, то есть все достаточно просто. Но все, чем я пользуюсь, это музыка и телефоном, радио и QD-линком. Больше, по сути, ничего и не нужно. Очень хорошо, что в машине есть кнопки климата, что можно на ходу просто протянуть руку, дернуть, сделать холоднее или горячее, там что-то поменять минимально, да и все. Не нужно, как во многих современных моделях, есть лезть прямо в экран и туда тыкать, отвлекаться от вождения. Магнитолу я не прошивал. Уже прошло то время, когда хотелось кастомизировать все подряд. Вполне достаточно провода и родного приложения QD-Link. Включил Яндекс.Навигатор, если очень хочется видеть его непосредственно на экране мультимедиа. Включил там же Яндекс.Музыку и поехал. Этого вполне достаточно. А для тех, кого очень сильно напрягают кнопки слева на мультимедиа, то в интернете есть лайфхак, как расширить все это дело, опять же, по кабелю через QD-Link на весь экран. Пожалуйста. Выглядит это вот так. То есть все как и в вшитой магнитоле, только без потери гарантии. При этом
есть одно но. Все работает, все нормально, но по бокам немного неадекватно работает тач. То есть он немного смещен, такое ощущение. Где-то чуть вниз, где-то чуть вверх. По центру все правильно. Но с боков идут небольшие баги. Увы, пока побороть это не удалось. По интерьеру в целом, обычный классический интерьер, вполне достаточно много места, много пространства, панорама добавляет света. Обычный классический салон, не добавить, не убавить, все достаточно удобно. По багажнику. Багажник у нас с электроприводом, потому что это, опять же, напомню, максимальная комплектация. И по сравнению с моей предыдущей машиной, с Hyundai Santa Fe первого поколения, багажник здесь, конечно же, поменьше. В Santa Fe и багажник был побольше. Плюс к тому здесь прямо в багажнике еще лежит и докатка-запаска. И еще лежит батарея гибрида, она находится справа под пенопластом. При этом я в докатку насовал кучу всякого хлама, насос, покрывало, там еще для пылесоса насадки, куча всего, все влезло в докатку и вполне нормально там лежит. Сюда еще можно докупить органайзер, но здесь я уже заморачиваться не стал. А если снять вот эту вот шторку и полностью сложить сиденье, то в багажник влазит очень много всего. Вот, например, я ездил, покупал бассейн новый, и с задними сложными сиденьями коробка размером реально с холодильник нормально влетела в багажник, на полсалона, конечно же. Поэтому вместимости вполне достаточно. Дальше немного о неприятном. О неприятном здесь это лобовое стекло. И лобовое стекло очень мягкое. Уже и камней кучу поймали. Жаль, что еще нет сколов и трещин, иначе я бы уже давно поменял его по каско. Потому что один раз на щетку мне упал маленький камушек, щетка махнула и как стеклорезом от центра до угла полностью прорезала мне стекло. Снаружи, даже если очень сильно всматриваться, вот я зимой это снимал, когда это случилось, буквально на третью неделю владения машиной, этого практически не видно. Но зато, если посмотреть из салона, особенно в тот момент, когда у нас идет строго низкое фронтальное солнце, то, к сожалению, эта царапина очень сильно видна. Она идет прям от центра стекла и до самого края стекла. Вот как дворник работал, на самом кончике его был этот камушек. Поехал по каско, предъявил, что, пожалуйста, вот у меня автомобиль на полном каско, и в каско даже есть пункт о замене стекла, на что мне ответили, что царапина под повреждение под замену по каско не канает. Пожалуйста, ждите, пока у вас будет прилет, какой-нибудь крупный скол или трещина, и тогда приезжайте, мы вам все заменим. А с царапиной, увы, катайтесь дальше. Поэтому ждем свой булыжник. Следующее. Это всем владельцам советую позаботиться о том, чтобы в пленку заклеить переднюю камеру. Да и в целом все камеры тоже. Я вот об этом сразу не подумал и на трассе получил камнем прям в камеру. Камера, опять же, не разбилась. У нее есть маленький такой скольчик, совсем маленький, и он тоже не канает по каско. По итогу на мониторе теперь все это отображается вот в этом моменте небольшим мутным пятнышком. Ну, я не знаю, может вам будет не видно, но мне на экране это видно. И, блин, это напрягает. Жаль, что я не сделал это раньше. Заклеил этой копеечной пленочкой все это дело, поэтому позаботьтесь об этом моменте сразу. Еще из мелочей, которые напрягают. Это козырек. С козырьком, в принципе, все нормально, но почему-то он в промежуточном положении, где-то там под 45 градусов, не всегда хочет фиксироваться. Точнее, не хочет фиксироваться в принципе. Он на ямах, когда машина начинает дергаться на каких-то там ямах-ухабах, постоянно хочет откинуться в положение прям конечное. А такого промежуточного, ну вот нет. Может, пружина пока сильная. Посмотрим со временем.
С момента покупки авто развал схождения я на ней не делал, и я думаю, что на стенд все-таки стоит съездить. Есть ощущение, что машину немного тянет вправо, при этом я много читал в интернете, такое ощущение у всех. Может быть, это всего лишь надуманный загон, а может и нет, надо съездить на стенд проверить, потому что по трассе, допустим, во второй полосе машина едет прямо, а в первой немного тянет вправо. Посмотрим. При этом износа на резине пока нет никакого. Еще у Atlas Pro есть просчет с аэродинамикой. На больших скоростях у многих есть гул такой, едете, а это всего лишь из-за того, что местами неплотно прилегает уплотнитель. При этом в моей машине такой проблемы нет. И 120, и 130, и 140 катались, гула нет. Возможно, на заводе уже было доработано. Что касается программного обеспечения, у меня 86-я прошивка. И эта прошивка грешит тем, что у людей опять же отваливались камеры 360. У меня этой проблемы нет, я не перепрошивал машину. И еще напомню про нюанс с обогревом сидений, конкретно передних сидений. А про это я даже снимал отдельное видео вот по этой ссылочке. Когда машина зимой очень долго постоит на морозе и заводится не от стартер-генератора, а от основного стартера через обычную батарею, то подогревы сидений сразу включаться не хотят. Машина экономит электричество. Ну, наверное, так задумано. А так, все работает, все подогревы и руля, и сидений, и передних, и задних, и зеркал, все зимний пакет отрабатывает на отлично. В целом, все описанное — это мелочи. Доковыряться можно до чего угодно. Но здесь все отлично, все работает, все нормально. Полгода пролетело, 8000 километров пролетело. Машиной мы очень довольны. Кто хочет себе такую купить, не думайте, покупайте. Все круто. Ну вот как-то так. Скоро первое ТО. Поедем на замену масла на 10 тысячах. А пока продолжаем радоваться и кататься. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!